Всем здорово, народ! Сегодня будем смотреть котеечку, как я отыгрывал на линии на центральном коридоре против визажа 30-го тира, между прочим. Йоу. Также во вражеской команде еще есть Бестмастер 25-й, Течис алмазный, да забей. Там какие-то просто монстры вышли на охоту. Ну, будем посмотреть, как по итогу получилось заработать MVP в данной игре. Такой вот небольшой спойлер. Всем приятного просмотра, погнали. Значит, первую пачку получилось отлично по КС. 3 крипа забрали, одного задонали визажу. На самом-то деле на линии на первой пачке достаточно тяжеловато стоять, потому что скорости атаки нет абсолютно, пока пассивка не появляется. И единственное, что спасает, это дистанция от тычки, то есть ее дальность. На линии достаточно хорошая. Но опять же, против визажа я стою вообще в первый раз на миде. А во-вторых, у него на самом-то деле тычка еще более неприятная, чем у нас. Потому что она у него как-то очень быстро вылетает. Я, кстати, не понял, как здесь сейчас на меня заагрилась вышка и почему она не переагривалась, когда я трижды класснула крипа. Это какой-то мем просто абсолютный. Просто подкрученный визаж щиты включил, чтобы на меня вышка переагрилась. И не дал еще отагрить ее. Это просто гаддем. Неприятно. Пробиваем его постоянно. Клацаю ферик. Ну и вот посмотри, что это такое? Тычка у визажа как-то вылетает и очень быстро до тебя добирается. Я не знаю, это просто мем. Ладно, мы хотя бы разменялись, но, конечно, неприятно, что я не получил опыта здесь абсолютно за его смерть. Это на самом-то деле критичный момент. Ну и опять же, вспомним, что мне 3 или 4 ореха от башни прилетело просто с ним вообще, когда этого не должно было быть. Поэтому я считаю, что здесь смерть не заслужена. Здесь я должен был его убивать первый, как минимум. И, скорее всего, я даже и не умер бы в ответ. С другой стороны, если бы я не получил 4 ореха, он еще и промазал! И не дал мне... О, все, забей, можно ливать. Максимально неприятная какая-то... Пацанчик, понятное дело, чувствует своего героя лучше, чем кто-либо. 30-й тир наиграл. Не знаю, что он забыл на визаже 30-го тира на 5800, по-моему, уровня. Ну, около того, короче. На 6к, скажем так. Вот что он забыл на визаже 30-го тира на 6к? Вот как так можно долго не апаться? При том, что ты очень много играешь на героя. Вот и думайте. В целом, дальше на миде не происходило ничего интересного. Мы разменивались динаями. Сначала он мне, потом я ему. Периодически прокидывали друг друга спеллики. Также в моменте пацанчик нафидел мне свои курицы. И не доконтролил он, я не знаю, каким-то образом героя. И второй свой объект. Сломал ему куру. Но, опять же, это нам особо ничего там прям сверхъестественного не дает. И, опять же, из-за моей первой критичной смерти пацанчик раньше апает 6-й левел. Подловил меня здесь на, опять же, левелапе с 5 на 6 и просто загасил меня под птички. Естественно, ни один саппорт у меня на активку не вышел. Потому что сайды тоже у нас были не в лучшем состоянии. И еще одна смерть, на самом-то деле тоже максимально тильтовая, происходит в данной игре. И вот, казалось бы, попала максимальная, потому что, ну, ясно, когда визаж апает 6-й левел, сапы должны стягиваться под мид и не давать ему пушить с этими своими птичками, убивать их и руинить игру пацанчику. Но, опять же, в данной игре 0 раз саппорты пришли ко мне на мид минут за 12. И в этом плане мы ничего не можем сделать. Понятное дело, откидываемся периодическими спелами, там, чтобы он не сломал нам вышку просто так и бесплатно. Ставим себе вардик дополнительный на 2 кэмпа возле Т2 вышки и продолжаем просто их стакать, фармить. Нам нужно поднимать нетворус, нам не нужно тильтовать, нам нужно эффективно максимально время свое тратить, которое у нас ограничено на самом-то деле достаточно в данной игре. Но несмотря на то, что союзные сапы не хотят играть под центральную линию, не контролят мне активки, это не значит, что мы полностью АФК должны в лес уйти и вообще ничего на миде не делать. Как минимум не хочется отдавать вышку, поэтому постоянно мы подходим, отпушиваем пачку и играем, как это называется, не на очке. Вот, например, сейчас есть момент на 7:40, понятное дело, перед активкой я понимаю, что вот мой центрик достает до апса. Подходим, совершенно спокойно выломаем, я понимаю, что у меня в целом МС достаточно приятный, несмотря на то, что он меня замедляет через свои спелы, у меня еще есть ферик, сейчас нужно его прожимать и на развороте откидываем лагуну, первый спел, и как будто бы визаж должен здесь догорать, и что, получится его убить? No way! Забираем килл, и как будто бы очень камбэкающий в моменте situation произошел. Убили визажа, который заигрался, слишком сильно передавил, и понятное дело, это его ошибка, а не наши достижения, но тем не менее мы свое забираем, и несмотря на то, что мои сапы продолжают там умирать и не играть под мид, для нас ситуация чуть-чуть подвыправилась, да, несмотря на то, что нас давят со всех сторон, по крайней мере, нужно играть на себя, если не хотят под тебя играть твои тиммейты. И понятное дело, рано или поздно он все равно продавит мид-линию и сломает нам эту вышку, но мы максимально сильно дилеем этот момент, плюс забираем для себя, опять же, бенефит из тех крипов, которых мы отпушиваем, просто прожимая первый, второй, давая пару тычек по крипам, которые, естественно, на мид-лайн выходят. Ближе к 10-й минуте все-таки Цемка решила стянуться под мид, нажимает колбу, я продлеваю станом, но, к сожалению, не успел обновить себе стаки, даю 2000 максимально повезу, чтобы максимизировать урон, продлеваю, как сказать, Dragon Slave'ом.
даю ему депоз дополнительный, но не хватает. Не хватает нам здесь все равно, чтобы визажа до конечной в таверну отправить. Сэмка попыталась его все-таки добить, но, несмотря на все его старания, визаж выживает. Подбегаем ближе, чтобы нажать, если что, стан в птичек, но здесь уже и бестмастер стягивается, сразу же ретируемся отсюда, попробуем на 10-й минуте активку сверху забрать, ну и на активку нам не везет, она роляется снизу, благо хотя бы невидимость, но мы продолжаем тем временем фармить. Да, понятное дело, по нетворксам отстаем, но не то, чтобы прям капец у нас его нету, все-таки 3500 на 10 это не 2000, более-менее, хоть что-то с пивом потянет, и продолжаем все-таки дефать центральный коридор, постоянно отпушивая визажа, нажимая глиф. В соло, просто стоя здесь стеной за эту вышку центральную, поднял все щиты и профессионально доджим на реакции хука Пуджа. Боже, это кто такой MLG плеер? God damn. На 12-й минуте 30-й секунде у меня появляются Travel Boots. Да, все-таки решил рискнуть и собрать их даже в этой игре. И вот сейчас уже буду показывать только основные моменты, которые в рамках данной игры, соответственно, будут происходить. На тревелах на 15-й минуте реактим на килл Дума, который в топе происходит. Понятное дело, просто Фурион пойдет отфармить, отпушивать линию, и как раз таки, видишь, визаж ошибается. Это момент, который можно здесь реализовать. Нажимаю станчик, Dragon Slave, ультимейт полетел туда же, в визажа, но вражеский пуш прямо из-под носа крадет вкуснейший килл, на самом-то деле, который позволил бы уже половину Аганима себе в карман сположить. Зачем-то моя тима дальше упарывается в туман войны, в No Vision, фидит еще и продолжает фидить, так скажем, пугна. И, понятное дело, пользуясь моментом, противнички стакнулись и сломали нам верхнюю вышку, потому что понимаю, что дефать теперь мы ее уже никак совершенно не можем. Терпели мы здесь ровно до 19 минуты, когда противнички пошли ломать нам центральную Т2 вышечку и слишком сильно передавили после того, как ее забрали. Дум нажимается в визажа, мы здесь забираем 2 вкуснейших килла на пудже и на самом как раз таки визаже, плюс еще получается у меня убить несколько птичек, по-моему одну, может быть даже 2, и должен также отправляться в таверну еще и вражеский бистмастер. Прекраснейший файт, передавили противнички, даблклип для моей лины. Для моей луны, точнее, я на линии забираю визажа и забираю птичку, по крайней мере, одну. Супер сильно камбэкающий как по опыту, так и по нетворсу файт. И еще и Фурион, посмотри, летит на моих тиммейтов. Они, видимо, там под вардом вместе с Тучкисом решили остаться и собрать доллары. Но не тут-то было. На травелах летим помогать Луне, потому что она чейзит вражеского Фуриона. Ловит 2 гранатки, 2 мины, но продолжает на яйцах просто сражаться с Фурионом. Подходим мы, нажимаем также еще станчик, чтобы моя Луна не умерла. И это еще один даблклип для моей Луны. Вся вражеская команда по факту нафидела. Ну да, там стоит вардик. Именно поэтому течки с Фурион как раз таки и оставались. Но опять же, для нас это супер выгодно. Мы делаем игру в лейт, а чем больше времени данная игра будет длиться, тем для нас выгоднее. Потому что пик у нас, конечно, просто безбашенный Дум плюс Луна. Ну и, понятное дело, у меня уже должны слоты появляться. Как будто бы противнички играть в доту в лейте здесь не смогут. Следующая игровая ситуация. Мы понимаем, что противнички сейчас играют под мидом. Видимо, дефают свой какой-то вижен. Не хотят они оставлять данную локацию. Для нас как будто бы это выгодно. И мы закалировали, что принимаем файт, на меня подбайтим. Поскольку у меня есть Аганим, я должен здесь совершенно спокойно выходить. Опять же, если в меня кнопочки саппортские нажмутся. Сразу же на Аганимом с поля выходим, нажимаем с разворота в лицо Пуджу Лагуну и немножечко занимаем позицию. Но с другой стороны, плохой эклипс был нажат моей союзной Луны. Она за него никого не убила и просто подзонила противничков. Но плохую позиционку занимает вражеский Фурион. Сразу же ловит Дум в лицо и должен отправляться в таверну. Да, Фурион умирает. Луна накидывает своими головами по зоопарку бестмастера. И как будто бы файт для нас должен здесь быть выигран, поскольку подхиливается. Дум на лоу хп выжимает нашей пугной. Гаддэм, накидываю также я просто тычек по вражескому бестмастеру. Но ХГ идти не буду, потому что непонятно, что там находится. Дум прыгает, визажа, стан от меня опрокидывается, депоса хватает, потому что есть талант. Есть талант на увеличенный урон со второго спала. Также хукает Пудж Дума, хочет его разменять, но снова Пугна его выхиливает. Гаддэм! Мы еще должны тычки сейчас давать по вражеским гаргулям визажа и забирать еще и вторую тоже после того, как она поднимется из своего неуязвимого кокуна. Найс! Великолепный файт. Еще один произошел на центральном коридоре, с которого мы очень много в очередной раз подняли. Ну и почти никого не потеряли. Великолепно. Значит, следующим итемом решил собрать себе Ion Disc, потому что это гарант выживания, если в тебя прыгает Пудж, если в тебя прыгает Течес, если в тебя нажимают Рор. Ну и, в общем, в любом случае, за Лину умереть с Ion Disc'ом будет гораздо сложнее. Понятное дело, всего 25 минут, но тем не менее, противнички не отказываются от своей доминации, так сказать, на мапе. Поэтому Пудж подошел просто на ноге, задиспелил, ну, точнее, задевардил нам Vision. Еще ему потеряли цемку, но Дум с этим не согласен.
Прыгает он в ответочку в пуджа, мы под смоком подходим тоже, чтобы ему здесь подсаппортить. Отменяю станчик, надо попадать в визажа. В идеале, конечно же, не получилось мне все-таки его нажать. В моменте я думал, что он меня раньше должен был засанить на самом-то деле птичками, как будто он здесь не доконтролил. Но главное, что у нас никого не потеряли. Опять же, прыгает дальше Дум, накидывает его в пуджа. Пудж должен умирать, стан накидываем, не попадаем, потому что не хватает нам просто МСа. Но Пудж вроде должен догорать от Дума. Да, Пудж догорает, кстати, не от Дума, а от нашей врожденки. Здесь как будто бы нужно чейзить дальше и Фуриона. В идеале, если мы сейчас его убиваем, это вообще идеально для нас ситуация получается. И да, Фурион здесь тоже от нас отправляется в таверну. Дабл-клип, отлично, это просто инста-покупка айон-диска, который позволит мне здесь более агрессивно играть, не бояться идти вперед, по крайней мере, в некоторых моментах. Ну и, соответственно, как подсейв просто легендарный. Еще один игровой момент. Нападение от нашей команды на Пуджа, но зато в размен забирают Пугану. Течки ставят свою... Это, видимо, агонимная, да, полянам, которой нельзя двигаться. В общем, максимально неприятная дичь, и как будто бы нужно мне здесь просто уже ретироваться, ресурсов нет. Мана закончилась, ХП закончилась, и выходим. Мои пацанчики почему-то выходить не собираются, и сейчас, видимо, пойдет чейнфит. Дум принял решение, раз все равно умирают, уже через БКБшку забрать с собой хотя бы Течкиса, но вот куда идет Луна, это уже совершенно уму непостижимый момент. От меня, естественно, я телепортацию, чтобы не нафидить след за ними, и минус 4 моих тиммейта. Вражеская команда отыграла обратно свое преимущество. Но не то, что отыграла, у меня пацанчики сами решили нафигить. Вот если бы Луна не умерла, было бы все более-менее. А теперь придется как-то дефать центральную линию. Благо, по крайней мере, Пугна с Сэмкой через секунд 15 уже должны быть воскрешены. Конечно, максимально неприятно вот эту огромную ораву этот зверинец останавливает, но Бестмастер в очередной раз не знает, что такое ЦМочка. Просто два рута ловит в лицо. Видимо, БКБшки у него не было. Да, БКБ нету пацанчика, поэтому просто откисает за спылы, которые мы в него нажимаем. Я не знаю, пьяная каточка пока что это происходит максимально. С одной стороны, с другой стороны, все друг друга фидят. Вот такие вот дела. Перелив просто XP и опыт идет. Гаддэм, что я увидел? Блинка додж от моей ЦМки. Накидываю по пуджу, просто стычки. Пугна у него дает слишком поздновато, как будто бы бесплодие. Но по итогу забираем. Никто его тут не саппортит. Что он здесь сделал тоже, да, вопрос тестостерон. Никнейм у пуджа. Что забыл? Зачем остался? Непонятно. Появилась у меня практически половина дробовика. Хотелось бы его сейчас дофармить, поэтому ухожу. Не видя никого, ушел на сейф-кемпике. Но посмотри, визажи. Да, собрал себе нулифайр просто, чтобы пробивать меня под всем моим невероятно сейвовым билдом. Все просто в меня упоролись, все 5 противников. Даже Пугна не перехилила. Это просто невероятные сейчас какие-то были игровые моменты от противника. Ну ты видел, на визаже подлетел. С вардами, видимо, там пацанчики находятся. Ладно, сейчас файт досмотрим, потом проверим, что там у визажа по Затару. И вообще убивают всю мою команду. Прямо под Т3. Ну, Луны не было, никто не мог накидывать урон с глейвов, но тем не менее. То есть он на визаже с агонимом, да, который дает ему инвиз, я так понимаю. Монс, урон, длительность, дает, игрокули становится невидимым. Да, под агонимным, короче, своим спылом подлетел вот на эти два кэмпа. Нажал в меня нулифайр свой вонючий, просто анти-лина билд у него. Нажал нулифайр. У меня, соответственно, вот сюда герой еще улетел на агонимной своей вот этой вот способности флейм клоаки. Но туда же блинкуется еще и Бестмастер, нажимают ультимейт. Просто все в меня нажали, черты. И после этого еще и мою тимку как-то завалили всю. Он на Фурионе так-то нехило деньжат поднял с этого файта последнего. Просто буквально челу там 3-4 тысячи насыпал. Он трипл-клип совершил и так далее. А вот нападение идет. Очередное от противников. Покнули БКБ у моего Дума. На самом-то деле неприятно. Но наша команда разбивает смоук. Если противники этого не видели... Хотя, мне кажется, слишком такой оптимистичный смог. Но если они его не видели, сейчас можно очень серьезно их за это все дело наказать. Луна пошла иллюзиями разминировать Течкиса. Ну, подниматься туда, в нашу тройку, на ХГ, это прям какое-то гиблое дело максимально. Благо, визаж сам справляется с задачей. Я не знаю, что. А, это просто анимация повтора. Он сейчас в своей каменной форме был. Но, тем не менее, через Дум мы его убиваем. В это время Фурион забрал Рошана и залутал себе Аегис. Но как будто бы без визажа противнички сражаться особо не могут, тем более, что и Течис еще умирает. И я не спешу туда опять же прыгать, потому что в двойка вся заминирована, я туда лично не пойду. Ну, или, по крайней мере, только вторым номером, только под агонимным полетом, под агонимным спалом, под флейм клоакой. Прыгает Луна, находит, кстати, Фуриона в моменте. Я не спешу туда бежать, потому что, понимаю, без меня его здесь совершенно забирают спокойно. Ошибка очередная от кири игрока вражеского. Укает пудж. Двойной форстав, гаддэмиксон. БКБ ТП-аут нажимается. Я сразу понимаю, что Фуриона мы здесь никак не убиваем, поэтому лечу дальше за пуджом. Нужно оставлять хотя бы кого-то, и пудж уже отсюда не уйдет. Хоть какой пойдешь со мной, жирненький.
Ну, такие вот пацанчики, короче, заливные. Ну, на визаже слишком сильно поспешил. Опять же, пытался как-то на цемку напасть. Из-за этого потерял позицию, словил дум. И даже его вот этот вот неприятнейший просто сейф спел. Я вот этого визажа терпеть не могу, когда он в каменную форму, короче, превращается, его бить нельзя. Даже он его, соответственно, не спас. Максимально душный, конечно, перс у него. 30-й тир у чела, я не знаю, какой капец. На 33-й минуте мои пацанчики решили нафидить под Т2 вышкой вот такой вот оптимистичный телепорт от Луны, от вражеского Течиса. Тупо прыжок, ульта Фуриона залетела, Рор пошел. Хватит ли депаса на Луну? Нет, Луна убегает, но за счет этого умирает Пугна, умирает ЦМ-ка здесь совершенно спокойно. И это все в размен только на одного Течиса. Луна на лоу хп выжила. Я, естественно, в этом файте... О, да забей. Еще вот этот неприятнейший жук из инвиза прилетел. И Луну нам тоже добрал. -3 в размен на одного Течиса. Вражеская тима вновь собирает доминацию на мапе. Потому что у меня пацанчики просто вот здесь вот... Ну, решили выйти, абсолютно забыв про такого героя, который джампит. И оставляет всех за собой. Но теперь будем как-то это дело дефать. Посмотрим. Собрал я дробовик. Возможно, с ним будет полегче. Укупается Пугна, но по идее нам должны ломать здесь бараки на миде. Сейчас бэкдор когда закончится, после этого... Да, даже через бэкдор пробивают. Попытка протестировать депос. Ставится в вард достаточно поздно. Дум залетает, туда же лагуна, выхукивает пудж. Все, визаж должен здесь выживать 100%. Стоит ставить, визаж выживает. Забираем птичку, и как будто бы противники решили подвыйти. Не доломают они здесь барак. Задефали нормально. И вот после 34-й минуты противники абсолютно не могли играть в доту. Все, что им оставалось, это сплитить. Мы, естественно, находили их, убивали по одному и забрали фришного Рошана. А Егис достался Луне. Вот сейчас последняя попытка вновь напасть на меня. Но опять же мы калировали, что Дум, если что, прилетит. На вторых тревелах и меня подсейвит. Отправляется 2 вражеских кора в таверну. Заканчивается Егис у нашей Луны, но как будто бы вот на скане мы поймали противника. Видим оппонентов. Сейчас будет последний файт, видимо, файт за игру. Нажимаю стан по вражеским героям. Сейвлю Дума, за счет чего нажимает БКБ и просто через Аганим стирает всех вражеских игроков. Туда еще и Луна подошла. Без шансов для противников файт они этот проигрывают. Ну, как я и говорил, в лейте у нас еще и перефарм пошел. О, еще и Фурион Дум поймал. Отлично. Противники сражаться абсолютно не могут. У них шансов на победу здесь тупо 0. Пауза от цепки ставится. В общем, пофидели пацанчики просто по одному. Ничего особо интересного-то не было. Мы пришли к ним на ХГ ломать уже трон. Сейчас посмотрим послематчевую статистику. И вот такая вот каточка подошла к своему завершению. Забираем здесь MVP. Сейчас быстренько пролистаю статистику, как и обещал. И на этом будем видео заканчивать. Всем, народ, удачи, всем прогрессив в данной игрульке. Всем на сегодня. Пока!